В русских землях XIV-XV века была сильно выражена зависимость феодалов от князей. Городское население не играло самостоятельной политической роли, находясь в подчинении у феодальной верхушки. Начинала складываться личная зависимость крестьян от феодалов. В XIV веке власть великого князя усиливалась. Женившись в 1472 году на племяннице последнего византийского императора Софья Палеолог, Иван III учредил в качестве российского герба позднеримского двуглавого орла. При дворе великого князя установился византийский придворный стиль жизни. Игумен Псковского монастыря Филофей сформулировал теорию Третьего Рима, согласно которой Москва называлась третьим после Рима и Константинополя христианским центром. Русские феодалы стали приносить присягу на верность великому князю, подписывать клятвенные грамоты. Отныне даже самые высокопоставленные представители феодальной верхушки в обращении к князю именовали себя холопами. В отношении своих подданных великий князь мог применить и любые репрессивные меры, включая казни, заточения, ссылки. К высшим государственным органам в XV веке относились Боярская дума – орган, сочетавший в себе функции совещательно-законодательного учреждения, состоявший из 10 человек, по выбору князя. Государев дворец во главе с дворецким, управляющим землями великого князя. Государева казна, хранилище ценностей Великокняжеского архива и печати. Важную роль в государственных делах играли митрополит и собор, собрание высшего духовенства. Решением конкретных административных задач занимались дьяки и подьячие, чиновники из дворян. Местное управление. На основе некогда независимых княжеств создавались уезды, которые состояли из станов и волостей. В составе княжеств существовали уделы, вотчинные владения удельных князей, внутри которых они обладали державными правами, но в масштабах всего княжества исполняли волю великого князя. Система кормления. Основным принципом административного управления являлось кормление, система вознаграждения феодалов за административную службу. Глава уезда, наместник и волостель собирали денежные и натуральные налоги. Войско. Основу вооруженных сил составляло поместное войско, дворянское ополчение. Оно комплектовалось за счет призыва феодалов, обязанных служить князю, пожаловавшему землю, вотчину или поместье. Судебно-правовая система. В основе судебно-правовой системы лежали положения Общерусского кодекса законов, судебника Ивана III, 1497 год. Этот юридический документ фиксировал структуру общества и характер отношений, а также ограничивал право перехода крестьян от одного феодала к другому, 2 недели, да и 2 недели, после 26 ноября. Юрьев день. Итоги. Во второй половине XIII-XIV века московские князья начали процесс собирания земель и укрепления власти в условиях противопоставления Золотой Орде и сепаратизму удельных князей. Этот процесс сопровождался выдвижением на историческую арену нового сословия, служилого дворянства в качестве социальной опоры великокняжеской власти и утверждением поместной системы землевладения. Процесс формирования единого государства сопровождался постепенным закреплением крестьян и завершился образованием на рубеже XV-XVI веков мощного государства, потребовавшего жестокой централизации власти.